Тема 778. Квартиры в торговом центре. Я давно встречаю истории в интернете, как традиционная торговля в городах отмирает, под давлением интернет-торговли. Пустеют магазины, и не только они, но также еще кафе, школы, почтовые отделения и церкви. И это справедливо не только для Запада, но и для Востока. В нашем городе это тоже происходит. И началось это вовсе не с резкого падения курса рубля в декабре 2014 года, а намного раньше. В начале 2000-х годов, когда мы наконец-то преодолели кризис 1998 года, стала бурно развиваться торговля. Мелкие киоски начали сносить, вместо них стали строить новые торговые центры, несмотря на то, что существовали еще и старые, построенные в советское время. Если в советское время в нашем городе были всего 2 торговых центра, они тогда назывались универмагами, то сегодня у нас их как минимум 11, и уже расчистили место для еще одного торгового центра, то есть всего будет примерно 12 штук. Один торговый центр на 7500 жителей. И это при том, что за 15 последних лет число жителей нашего города почти не увеличилось, а общее количество магазинов в городе увеличилось еще в несколько раз. Магазинами стали множество квартир на первых этажах центральных улиц. И если в советское время по субботам в наших универмагах было не протолкнуться, то сейчас в них можно на роликах кататься, коридоры торговых центров полупустые. И бизнесмены начали потихоньку оттуда съезжать, тем более что основная политика владельцев торговых центров заключается в том, что из своей площади им необходимо выжать максимум, из чего следовало вечное повышение арендной платы. Владельцы торговых центров остаются не то что без прибыли, но и без дохода, если в итоге все бизнесмены их покинут, а чем меньше заполнены площади торгового центра, тем еще меньше народа туда ходит. А содержать огромное здание как-то надо. В американском городе Провиденс, столица штата Род-Айленд, 178 тысяч жителей, в начале 2000-х годов случилась именно такая ситуация. Его большой торговый центр Аркейд, Арцади, построенный еще в 1828 году, начал терять человеческий трафик. Если нет людей, нет дохода, нет и прибыли. А здание огромное, на содержание требуются большие средства. И в 2008 году этот торговый центр был вовсе закрыт. Власти города долго думали, что же с ним делать. Здание представляет собой историческую ценность, его нельзя просто так разрушить. Но и платный музей из него не сделаешь, если люди за покупками в него не ходили, то в музей точно не пойдут. И умные люди придумали выход. Сделать из торговых помещений квартиры. Жилье ведь нужно всем и всегда. Так и сделали. Потратив $7 миллионов, преобразовали 2 верхних этажа в 48 небольших квартир. Каждая квартира, размером от 20 до 40 квадратных метров. Но это не однокомнатная квартира, а двухкомнатная. В каждой такой квартире есть холл, небольшая кухня с холодильником, посудомоечной машиной и микроволновкой. Есть ванная комната с унитазом, раковиной и душем. И отдельная спальня со встроенной кроватью и шкафом. На 3-м этаже, еще более маленькие квартирки площадью всего 20 квадратных метров. Есть здесь квартиры и побольше, до 80 квадратных метров, но их очень мало, всего 10. Телевизоров, к сожалению, в этих квартирах нет. Но зато можно смотреть общий телевизор в отдельном холле, там же есть Wi-Fi. Кроме того, на кухне не предусмотрена газовая либо электрическая плита, но если в этом центре, или где-то поблизости, есть кафе, то и без плиты можно обойтись. Эти квартиры не продаются, а сдаются в аренду. Минимальная плата – $550 в месяц, за самую маленькую квартирку. И желающих пожить в таких условиях настолько много, что уже выстроилась очередь из 4000 человек. Ведь несмотря на малые размеры квартир, это все-таки центр города. Я посмотрела на цены на аренду жилья в этом районе, самые маленькие квартирки стоят от $1200 в месяц. Кстати, на 1-м этаже торгового центра проектировщики оставили несколько магазинов, их могут посещать не только живущие выше жильцы, но и все жители города. Кроме того, здесь есть прачечная, игровая, комната для хранения велосипедов. Каждая квартирка имеет кодовый замок,
а весь комплекс закрывается на ночь в 21 час. И его всю ночь охраняет охранник. Подробнее можете почитать на сайте проекта arcadprovidence.com. Если жильцы квартир не хотят, чтобы к ним в окна заглядывали соседи, можно их закрыть. А при открытых окнах в квартирах светло, потому что крыша бывшего торгового центра стеклянная. Вообще, здесь стоило бы пожить ради интереса. И те, кто здесь живет, вполне довольны. Я нашла рассказ одной американской блогерши на страничке mep20 charoli/p = 218, которая побывала в гостях у одной жительницы этого необычного жилого комплекса и отметила несколько преимуществ такой микроквартиры. 1. Самое главное, есть много ящиков и шкафов для хранения, поэтому на полу одежда не валяется. 2. Наличие посудомоечной машины, несмотря на общую скромность помещения и отсутствие плиты. 3. Дешевая аренда. 4. Проживание в центре города. Так что можно надеяться, что помещения бывшего торгового центра в ближайшие десятилетия пустовать не будут. Очень познавательно посмотреть, как американцы убыточный проект превращают в прибыльный всего за несколько лет. Центр Аркейд как торговый центр закрылся в 2008 году, а уже в 2012 году было объявлено о его преобразовании в жилой комплекс. Первых жильцов он принял, если я не ошибаюсь, в декабре 2013 года. Как шло превращение двух торговых этажей в квартире, можете посмотреть на странице центра Фачебак, fachebak.com/Радхигуйон-Арцади. Провиденце минус 326 триллионов 920 миллиардов 83 миллиона 994 тысячи 722 фото альбоме Тхичонструтстион процесс. Из одного исследования я узнала, что крах ожидает большинство торговых центров в США. И центр Аркейд приводился для них в качестве примера, куда и как можно двигаться, чтобы сохранить свой бизнес. Возможно, мы тоже возьмем на вооружение этот опыт. Во всяком случае, его следует иметь в виду, затевая строительство очередного торгового центра. Может быть, стоит заранее предусмотреть возможности преобразования его площадей в будущие квартиры. П.С. Кстати, два магазина в нашем городе за последние несколько лет уже превратились в две небольшие гостиницы.